миллион долларов это настолько маленькая на самом деле сумма, с 13 лет начал делать сайты. И я ушел в кассовый разрыв почти в 1 000 000 рублей. Потому что нам важно, чтобы у всех учеников были хорошие результаты и хорошие кейсы. Упакуйся, повысь чек, а мы в России вынуждены выживать все-таки, поэтому мы придумываем все новые и новые истории. Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас необычное интервью с долларовым миллионером Камилем Газизовым. Владелец онлайн-школы, ученики которых заработали уже 20 миллионов рублей. Как так, Камиль? С чего начинал? Как к этой точке пришел? Рассказывай, делись. Наверное, здесь я чуть больше расскажу о том, вообще, что это за школа сначала, и вообще откуда появился миллион долларов, потому что у многих возникает насчет этого вопрос, и многие типа обманул, типа придумал. Даже вот недавно с блогером мы общались, он спрашивает: ты что, типа реальный долларовый миллионер? Я говорю, как бы да. А миллион долларов это настолько маленькая на самом деле сумма, что в моей голове, понятное дело, и просто потому, что есть там условно миллиард долларов. Я понимаю, что из миллиарда долларов миллион долларов это всего лишь маленькая частичка, и некая вот сакральность есть в этой цифре. Но это всего лишь 100 миллионов рублей. По факту-то. За 100 миллионов рублей что ты купишь? Ты даже квартиру в Дубае не купишь, например. То есть это настолько маленькая цифра. И второй момент. Миллион долларов это капитализация. У меня не лежит под подушкой 100 мультов рублей. Это капитализация компании, которой я владею, и часть от которой я продал, оценив компанию в сейчас уже там 200 миллионов рублей, но суть это не меняет. И, соответственно, есть инвестор, который поверил в эту оценку и выкупил долю по этой оценке. Вот как бы это так и работает. Если в Америке так работает все, по капитализации все оценивается, то в России еще к этому особо не пришли. И здесь больше играет роль, сколько у тебя реально типа на карте денег, а не сколько у тебя активов. Вот. По факту, если там... Или сколько ты в месяц зарабатываешь? Или сколько ты в месяц... Это вообще же бред. Типа, одно дело зарабатывать там реально 1 000 000 рублей, тратить 1 000 000 рублей, и у тебя остается 0. Другое дело накапливать активы, которые у тебя остаются, которые вообще у тебя дальше растут. Вот. То есть миллион долларов – это оценка, и, соответственно, от этой оценки я продал долю в компании. Это первый момент. А второй момент, что это вообще за компания? Многие спрашивают, там бренд одежды там делал, еще что-то делал. Нет, это конкретно онлайн-школа по заработку на бизнесе, вернее, по созданию бизнеса, по заработку на запусках. В общем, основное направление – это заработок. К нам приходит человек, мы раскапываем его экспертность, куда он может идти, на чем он может зарабатывать деньги, и, соответственно, просто копаем туда и раскрываем его сильную сторону, и он начинает на этом зарабатывать. Вот, собственно, мы помогаем зарабатывать. С чего начинал, да, ты говоришь? Начинал я с 13 лет начал делать сайты. Помню, тогда вот первые конструкторы еще появились, там Wix, помню, были. А у людей, а тогда еще время БМа было. БМщики, когда там товаркой все занимались, с Китая все везли. Это были вот такие две основные, так скажем, темки, на которых можно было зарабатывать. Вот, я понял, что... Я тогда и товаркой занялся, и понял, что людям нужны сайты. Вот, я такой, давай людям будем пилить сайты. Вот с этого и начал. Там первые сайты вообще за 300 рублей делал. 300, 500, 1000, 5000, 10 тысяч. Вот так примерно все это росло. Это были вот одностраничники, на которых там нож-кредитка продается, что там еще... Суперфен, наверное, помнишь вот эти вот приколдесные штуки, которые в закупе стоят 50 рублей, а продаются за 1500 рублей. Вообще такой бред. Я помню, я сам хотел это все купить. До этой товарки я папу прошу, типа, купи, а мне 13 лет же. Потом я понял, что в закупе это все стоит 150 рублей. Я просто закупал, мне привозили все в Ижевск, и, соответственно, оттуда я на Авито, даже без интернет-магазинов, там начал все это продавать. Но это было, получается, сколько? Лет 8 назад. Вот, и с того момента я конкретно, в товарке я чуть прогорел, я в долг у мамы деньги брал, в ноль отбил,
то, что я потратил, насколько я помню, и начал конкретно заниматься сайтами. И все. Это На во этом сколько лет ты до начал так крутиться? в 13. Ну, у нас И ты в с семье, Ижевска, получается, 5 получается. детей. Да, в семье 5 детей. Папа работал имамом, мама работала учительницей, и там еще детский сад был. То есть там особо денег не было. И чтобы 5 детей прокормить, это все-таки надо... Ну, всех же одеть надо, всех прокормить, всех в школу отправить. Понятное дело, карманных расходов практически никаких не было. Ну и, наверное, вот самая основная причина, просто нужны были карманные расходы. Если бы у меня этот вопрос был закрыт, я бы не начал всем этим заниматься вообще. То есть здесь был вопрос конкретно того, что нужны бабки, короче. Вот. С Ижевска, да, там что, 700 тысяч населения, ну не такой небольшой город получается. Ну, то есть обычно же бывает так, что с маленьких городов именно раскачка больше, стремление больше выбраться из этого всего и добиться большего. И контраст, Моя чтобы мечта была сильнее свалить только чувствовался. оттуда. Да, у всех у нас деревенских Я такая ненавидел мечта. Ижевск. Вот прямо, это прямо такой отстойный депрессивный город. Вот это город заводов, который был большую часть времени закрыт. Я просто мечтал оттуда уехать. Я оттуда уехал в 16 лет в Москву сразу. Вот. И, конечно, вот эта мотивация и то, что не было денег, это все сыграло, я думаю, положительно на то, на то, куда я вообще пришел. Думаю, если бы родители мне все покупали, все давали, я бы из этого Ижевска даже бы не вышел. Вот, потому что, естественно, благодарность там для всего, ко всему есть, и, понятное дело, любая ситуация нам дается для чего-то. Что-то было бы другое в жизни, скорее всего, я бы уже сюда не пришел, вот к тому, куда я пришел. Не говорю, что я там вообще уже что-то там зарабатываю, что-то там я какой-то там успех. Нет, это просто начал нормально жить, так скажем. Вот. И все. Дальше больше, иншаллах, будет. Иншаллах, да, просто так нам ничего не дается. Да, даже вот в твоей ситуации, по факту, вот сейчас то, что с тобой случилось, это Да, тоже там ситуация для сериал, чего-то. Если бы эта ситуация не трэш случилась, мы бы с сериал. тобой не познакомились, скорее всего. Однозначно. Да, вообще Однозначно. То есть у нас вообще никак не пересекались пути с твоей прошлой деятельностью. Вот. А так, бац, как-то сошлись, что-то начали какие-то проекты делать, посмотрим вообще, к чему это приведет нас. Дальше занимался 6 лет сайтами, и в какой-то момент у меня начали покупать сайты для запусков. Вот 2 года назад началась вот эта история, что блогеры начали и эксперты делать запуски. И я такой, что за штука, что мне за сайт платят там 10-50 тысяч, а сами зарабатывают 5-10 миллионов. Ну или хотя бы там лямчик вытаскивают. Я такой, нет, непорядок. Я должен зарабатывать столько же, сколько они. Я такой, займемся тем же самым, чем они занимаются. Вот, я сразу купил несколько курсов по запускам, обучился, взял там наставника себе, и я, соответственно, вник в эту тему, закрыл там первого эксперта, и я как продюсер начал делать запуски другим, соответственно, людям и получать за это процент. И вот как раз-таки с того момента я вот перешел в этот формат, когда начали приходить чеки там с 7 нулями, да? Лям же с 7... Лям это 6. Получается, семизначные цифры Угу. с 6 нулями, вот так вот. Да, вот такие суммы начали приходить, соответственно, мой процент там был от 35 до 50 примерно. Это сколько тебе лет То есть было это тогда? то, что оставалось. Это уже недавно было. 2 года назад мне было 19. Вот, в 19 я, получается, начал зарабатывать, вышел на доход где-то в лям. Но не все из них чистые мне. Из них чистые мне были типа 300-500. Примерно так. Но там был еще такой момент, что когда тебе столько бабок сваливается, то есть до этого ты зарабатывал 50-100. А тут бац, тебе начало приходить лямы, там тебе остается 500-300, я начал там путешествовать, я тогда женился еще. И
у меня чуть-чуть сорвало, ну, там, не то, что Крышняк. сорвало, наверное, крышу, я не умел считать финансы. И я ушел в кассовый Классика. разрыв почти в 1 000 000 рублей. И вот следующие все заработанные деньги, которые я зарабатывал, их мне надо было покрывать расходы, платить зарплаты. На тот момент у меня уже был продюсерский центр, в котором мы только в рекламу, тогда еще Таргет был, в рекламу отливали лям-2 в месяц на трафик, ну, получается. Вот, то есть такие нормальные цифры для начинающих, так скажем, экспертов и онлайн-школ. Вот, соответственно, вышел на вот этот доход, я не умел считать финансы, и, соответственно, все то, что там было, потерял. Тогда я и эти проекты потерял, потому что не умел выстраивать партнерские отношения. И потом у меня этот доход откатился. Там до 100, 200. Потом я начал уже микрозапуски делать. Вот, но постепенно вернулся в эту стезю. Тогда у меня, кстати, еще был момент, что у меня было эго раздуто. Корона была на голове. Некая, не в том плане, что я такой крутой, там на глубинном уровне было, я купил тогда обучение за 250 косарей, именно вот по мышлению, чтобы мы вот туда покопали, что у меня внутри. И за 3 месяца, альхамдулилля, ну, как я понимаю, откопали это и убрали, и, соответственно, эго чуть убавили. Мое эго у всех уж в любом случае есть, просто его нужно максимально убавлять. Вот, и после этого у меня доход сразу кратно вырос. Соответственно, сейчас я только этим и занимаюсь, запуски, но в основном себе. Но иногда бывают партнерские, вот как сейчас мы с тобой делаем запуск. Иногда бывают это просто запуски другим экспертам или блогерам, но там уже от охватов хотя бы 10 тысяч, чтобы мы с одного запуска могли вытащить на всех хотя бы минимально 10 мультов. Вот, то есть уже критерии повыше стали, а все, кто хочет работать со мной, все, которые запросы ко мне приходят, но с меньшими охватами, я уже отдаю своим ученикам, вот как раз-таки кого мы обучаем запускам. То есть вот такая хорошая экосистема получается, что с основными там, с парочкой людей работаем мы, а кто по критериям не проходит, с ними уже работают ученики, но здесь прикол в том, что я, вернее, ну и наша команда, мы тоже наблюдаем, как они делают запуски. То есть по факту отчасти запуски эти делаем и мы, потому что нам важно, чтобы у всех учеников были хорошие результаты и хорошие кейсы. Здесь, я думаю, уже в целом понятно стало, кто я и чем я там плюс-минус занимаюсь. Ну вот, собственно, из этой истории какой чит-код, опыт мы можем вынести. То есть нужно, во-первых, финансовую грамотность качать уже с маленьких цифр, да, не когда там тебе сваливается на гору там 10 мультов, а именно уже с маленькими шажочками постепенно уже прививать себе эту дисциплину, чтобы потом тебе крышняк не снесло. Далее. Самое простое, извини, перебью, самое простое откладывать 10%. Самое простое. Классика, которую все знают, но никто не делает. Просто надо взять и делать. Никто не делает, да. Да, одно время я откладывал. Сейчас, признаюсь, я это снова перестал делать, но у меня сейчас с финансами все сильно лучше стало. Одно время я откладывал, эти деньги потом вкладывал в рекламу и, соответственно, вот по шагам вот вышел из того дохода, который был. Вот часто вот спрашивают, как повысить доход. Блин, просто начни больше вливать в рекламу. Все, у тебя откуда-то уже приходят клиенты. Условно, это подписчики в Инстаграме смотрят. Да закупи еще подписчиков, у тебя будет еще больше, соответственно, просмотров, будет, соответственно, больше клиентов. Или там повысь чек, или срежь косты. Вот 3 такие основные моменты. Вот недавно даже вот я в Башаке, ко мне подписчики подошли в Стамбуле как раз-таки, спрашивали, как мне повысить доход. У них там 150 тысяч. Я говорю, откуда клиенты приходят? С инсты. Вот у меня не упакованная инста, мне она не нравится, но отсюда приходят клиенты. Я говорю, ну упакуйся, повысь чек, начни работать на другую аудиторию, на другую целевую аудиторию с другими болями, и кто готов больше платить, например, предприниматели, и закупи больше трафика. Все, вот он переход там от 100 тысяч до 500 тысяч или там до миллиона. Там уже без разницы, насколько расти, потому что все зависит уже от того, какие желания у человека и что он в этой жизни хочет. Вот, все упирается в итоге туда. А инструменты, они второстепенно. По факту инструменты 20%
у меня одинаковые инструменты, там, у других одинаковые инструменты, но кто-то зарабатывает там миллион, кто-то зарабатывает ярд на тех же самых инструментах, по факту. Просто какие-то вводные данные другие. То есть кто-то больше вкладывает в трафик. Вот я в трафик начал только недавно вкладывать, потому что у меня был лютый страх вкладывать в рекламу, потому что я думал, что я их в любом случае теряю. Раньше у меня было такое отношение к рекламе, что так, купить iPhone или рекламу за 100 тысяч. Я понимал, так, реклама не факт, что зайдет, а iPhone хотя бы у меня в руках останется. Сейчас у меня насчет этого отношение такое, что так, реклама в любом случае окупится, вообще в любом случае, а iPhone, он просто будет в руках лежать. То есть в любом случае от того, что я вложусь в рекламу сейчас, например, соткой, я понимаю, что эта сотка мне, неважно, хоть в моменте, хоть в долгосрок, принесет мне в любом случае как минимум 10 айфонов. В любом случае, ну просто невозможно, чтобы реклама там не зашла, не окупилась, если у вас нормальный продукт, там, и, соответственно, если вы не купили себе ботов. Вот, здесь надо нормально тоже закупать, понятное дело, хотя бы базово смотреть. Было такое, что, конечно, мы и ботов закупали, но это уже было по неопытности. Сейчас мы нормально закупаем. Да, сейчас уже совершенно другая история. Вот, ты еще что-то хотел меня спросить, я тебя перебил. Да, вот запуски, продюсирование, очень часто вот эти вот слова слышу. Вот, для зрителей, для наших подписчиков. Но нет Простыми понимания, что словами такое, максимально. наверное, Да, то есть максимально простыми сказами, максимально простыми словами. Что это такое, с чем это едят? У меня уже профдеформация, что у меня ощущение, что все знают, что такое запуски, что такое продюсирование. А у меня, кстати, друг есть вот в Стамбуле, с которым мы уже 2 года дружим. Мы с ним общаемся либо на английском, либо через переводчик, и он все 2 года не знает, чем я занимаюсь. Я ему не могу объяснить, что такое запуски и продюсирование. Я говорю, я продюсер. Он говорит, я когда вбиваю в гугле в продюсер, это чисто мне выходит, кто кино снимает. Я говорю ему, ну это, короче, почти то же самое, но только мы инфопродукты продаем. А тут, кроме России и Америки, особо нету понимания, что вообще такое инфопродукты, что такое вообще запуски. Это сейчас у нас в России. У нас, кстати, Россия самый развитый рынок, один из самых развитых рынков в мире. Даже в Америке сильно все проще, ну потому что у них там сильно шире покрытие, а мы в России вынуждены выживать все-таки, поэтому мы придумываем все новые и новые истории, которые все эффективнее и эффективнее работают. То есть у нас история эффективности важнее. Вот. Итого, возвращаемся. Что такое запуски? Запуски, давайте прям максимально простыми словами. Вот есть Анвар. Кстати, давайте на примере Анвара. У него есть 50 тысяч подписчиков. У Анвара. Там сколько? 56, да? Не Да, будем 53. умалять, да? У него есть какие-то охваты. Например, это там 10% по классике, 5000 охватов. 5000 человек смотрят его сторизы. И мы можем Анвару запустить какой-то продукт. Либо физический, либо инфо. Инфо – это вот информационный продукт, который не физический, который мы продаем информацию. Вот. То есть, условно, мы можем запустить на Анвара продажу недвижки, и он будет получать процент брокерский от девелоперских компаний, там, например, 3%. Тоже можно. Но это путь посложнее. И мы запускаем условно там Анвару какой-то инфопродукт по тому, как набрать, понятное дело, по его экспертности, в которой он шарит, в которой он силен. Например, как набрать аудиторию 50 тысяч подписчиков. Мы знаем, что подписчики – это нефть, больше подписчиков, больше денег. Условно, там привлек новые 10 тысяч подписчиков, это тебе в кассу приносит плюс миллион или там плюс 10 миллионов рублей в зависимости от темы. Вот, например, Анвар может запустить инфопродукт по тому, как набирать аудиторию. 50 тысяч подписчиков. Все. А инфопродукт – это история, когда мы можем продавать один и тот же продукт любому количеству людей, если это курс там, либо продавать вне зависимости от того, где находится человек. Вот определенные плюсы продажи инфопродуктов. Я сейчас нахожусь в Стамбуле. Там на днях я лечу там в Саудию и Дубай.
Анвар сейчас находится в Казани. Какое-то время назад он находился на Бали. И нам без разницы, где мы находимся, потому что это информация, и мы все это можем делать через, соответственно, интернет. Вот. И, например, мы запускаем Анвару, вернемся к этому, инфопродукт по тому, как набрать аудиторию 50 тысяч подписчиков. Например, там это наставничество с гарантией набора 10 тысяч подписчиков за 4 месяца. Такой продукт может стоить, например, 200 тысяч рублей. И мы можем продать таких мест, например, 5. Первый поток продать. На его аудиторию точно найдется такое количество людей, кто купит такое маленькое количество мест по такой достаточно низкой цене. Итого 1 миллион в кассе. 1 миллион рублей мы заработали с этого продукта. И, соответственно, я как продюсер, если это я его запускаю, я беру там от 20, 20 это уж совсем мало, как правило, от 35 до 50% в среднем. Вот, то есть с заработанного 1 миллиона я получаю свои 350-500 тысяч. Дальше я помогаю Анвару также с продуктом, с реализацией, потому что это все репутация, и самое сложное это сделать первый запуск. Потом нужно стремиться к тому, чтобы повторять эти запуски, наращивать вот этот капитал социальный, и следующие запуски, они делаются сильно легче. Самое сложное это первый запуск. Потом люди привыкают к тому, что какие-то продукты есть, появляется какой-то ажиотаж. Появляется какая-то история, привычка покупать. И, соответственно, закупается новая аудитория. И там, если первый запуск был на 1 миллион рублей, второй запуск спокойно можно сделать на 2-3 миллиона рублей. Следующий запуск еще там на 5-10 миллионов рублей. То есть здесь уже идет на нарастание. Вот то же самое пример мой блог. Самый первый мой запуск был на 400 тысяч рублей. Там выручка имеется в виду. Вот, сейчас это совершенно другие цифры, потому что мой блог вырос с того момента, в 10 раз получается. Вот, и, соответственно, уже другие цифры получаются. Понятно вообще, что за тема по тому, что такое запуски и продюсирование? Или еще Примерно или есть понятно. еще какие-то вопросы? То есть вот правильно понимаем, что если я эксперт в какой-то нише или там любой другой человек, владелец какого-то бизнеса, или даже нету бизнеса, но есть какие-то навыки и знания, которые можно, в принципе, упаковать и продавать тем людям, которые смотрят его в сторис. А если не так много подписчиков, Да, допустим, за неделю. И тогда каким Неважно, образом действовать? если есть хотя бы 50 целевых подписчиков, уже можно сделать запуск. Если их нет, просто набрать через 50 рилсы или закупить рекламу. Типа, да, у меня первый запуск на 400 косарей был с целевыми охватами 50. Я тогда продал, не помню, сколько у меня мест тогда было, но я продал на 400 тысяч с чеком 50. Кто в математике шарит, 400 разделить на 50, сколько будет? Вот столько мест я продал, получается. 50 охватов было, 50 всего лишь по факту. Здесь, давайте не у каждого, но почти у каждого, да. Если даже их нет, их можно легко найти. Если даже их нет, можно найти другого человека, у кого... Да, ему сделать запуск. По факту, давай зарезюмируем, какие есть форматы заработка на запусках. Первое, это когда ты продюсер, запускаешь другого эксперта, берешь с этого процент. Вторая история, это когда ты сам эксперт, делаешь сам себе запуск, и все получается, да? Там есть еще партнерские запуски, ту историю, которую мы сейчас с тобой делаем, но это уже все разновидности этих запусков. В общем, это два. Либо ты сам себя запускаешь, либо ты запускаешь другого. Это могут быть совершенно разные ниши, вообще совершенно разные эксперты. Вот сейчас у меня на наставничестве и там продукты покупают. Основные люди — это предприниматели, которые хотят монетизировать свою экспертность. Второе — это эксперты вообще разного рода. Кто-то там рилсмейкер, кто-то видео мейкер, кто-то запусками занимается, кто-то свой продюсерский центр делает, у кого-то салон красоты, у кого-то... вот, кстати, из последних тем. Кто-то занимается оформлением галочек в Инстаграме, парень из Америки зашел, потом там занимается банной тематикой. Айрат, кому я в баню хожу, он стал моим клиентом. Я в баню хожу к нему, он проникся этой темой, что можно зарабатывать на том, чтобы обучать людей организовывать банные вечера.
он сам зарабатывает минимум 100 на этом, если так. А за один вечер, короче, у него выходит там 20-30 тысяч. Вот таких вечеров хоть сколько можно устраивать по факту, хоть каждый день, если не устанешь. Вот, и он хочет из этого сделать инфопродукт. Все, занимается сам банной тематикой, массажом, и по факту на своем блоге может уже делать плюс лям, плюс 2 к своему доходу. Вот. Кстати, вот здесь по-любому под этим видосом будут комментарии по типу инфо-цыгане и так далее, так далее. Но инфо-цыгане, в моем понимании, это те, кто продает некачественный продукт и обманывает людей. Вот это инфо-цыгане, да. А все остальные, кто кидается типа вот этим кличем, наверное, короче, вы поняли, на других экспертов, у кого качественный продукт, это просто дегенераты, которые не могут признаться себе в том, что да, кто-то может зарабатывать легче деньги, чем я, а вот я такой молодец, красавчик, я работаю на заводе, у меня тяжелая работа, я кормлю семью, туда-сюда, всякую хрень несет и пытается себя оправдать. Когда по факту самый нормальный, ну, так скажем, круче предприниматель тот, кто зарабатывает деньги легче. Вот такая основная мысль. Потому что какой прикол зарабатывать бабки, если ты упахиваешься там с утра до ночи, у меня заводы, я занимаюсь серьезным бизнесом, у меня вот такая компания, а по факту тебе остается 50 тысяч рублей после всех зарплат, твои миллионные доходы, они в ноль уходят, и ты как концы с концами сводишь, но зато ты такой крутой. Здесь просто важно понять, тебе важнее там статус, который у тебя есть. Это я сейчас, наверное, просто в целом, в общем к этой целевой аудитории, наверное, обращаюсь. Вот. Важнее даже к себе, наверное, никому, здесь по факту только мы, к себе. Важнее статус или зарабатывать деньги. Вот. То есть вот эта история про то, что меня там называют инфо-цыганом, меня вообще никак не, так скажем, не трогает. Почему? Потому что я знаю, что у меня в целом качественный продукт, есть дохрена кейсов, их очень много, и мы каждый раз улучшаемся. То есть в любом случае, даже если человек не получает результат по какой-то причине, мы работаем с ним до конца, пока он с нами, как бы, так скажем, пока он нас не добавит там условно в ЧС. То есть условно, это бизнес, может не получиться, 100%. Здесь нет такой гарантии, что ты идешь на работу, ты получаешь свою ЗПшку. Если нужна гарантия стабильности, окей, иди там работай за ЗПшку. Вот, ну, кстати, и там, и то история такая, что тебя могут в любой момент уволить, и ты потом больше никому не нужен. Вот, некая подмена понятий. Понятное дело, может в первый месяц не выгореть, ты можешь не заработать сразу там те миллионы, там сотни тысяч, которые ты можешь заработать. В любом случае, это риск уже от Всевышнего, от нас. Самое главное это делать причины. Часто, кстати, бывает, что просто недостаточно причин люди делают. Вот реально недостаточно. Я сделал 3 рассылки, мне никто из блогеров не ответил. Ты такой плохой, Камиль, там плохой у тебя курс, так далее, так далее. Я говорю, ну, братан, ну ты просто неадекват. Делай по заданию хотя бы условно 100 рассылок. 100 рассылок это условность, я говорю, не надо делать. Не обязательно делать 100 рассылок. Вот, сделай достаточное количество причин, и тогда ты, скорее всего, получишь результат. А если ты его не получишь, надо просто сделать работу над ошибками и посмотреть, где ты накосячил. Потому что в любом случае ты где-то накосячил. Какая основная тема была вот этого вопроса? Что-то я чуть-чуть отошел. Эмоции. Ну, то есть мы можем, да? получается, любого человека, который что-то умеет, либо что-то имеет, да, какой-то бизнес, то, да, что у него есть, отдать другим людям, мы можем взять, допустим, упаковать его знания. Обучить, да. Обучить, как запускаться и как запускать еще. То есть и то, и другое, оно будет для него полезно. Смотри, по факту и, это один навык. Ты можешь больше зарабатывать дальше и жить свободной жизнью. Так ли это? Да, по факту это один навык, просто его можно применить либо на себя, либо на других. И кстати, вот эта история с запусками, она везде используется. Apple запускает айфоны по запускам, киностудии запускают свои фильмы по истории запусков. То есть, изучив запуски, человек начинает понимать во всех остальных сферах одновременно, потому что это психология.
Психология, как ведет себя клиент, какие вещи для него важны. Условно, продажи — это там нажать на боль, нажать на желание, дать какую-то ценность человеку. Ну, это я сейчас прям очень образно говорю. Самое главное — это дать человеку какую-то ценность. И вот, кстати, еще по поводу этой инфо-цыганщины, сейчас хотел кое-что сказать. Касательно продажи знаний. Вот у меня даже недавно было такое, что, блин, я продаю знания, я продаю какой-то воздух. Ну, начало появляться в голове. Потом я наткнулся на один какой-то, не помню, подкаст это был, не помню чей, но там говорилось о том, что в каждой абсолютно нише в любом случае ты обучаешься. В любой. И идет передача знаний от кого-то. Ты в любом случае же не рождаешься условно инженером. Там уже сразу совсем в голове, да, там предрасположенности какие-то есть, но ты не рождаешься с этими знаниями. И почему тогда это не подходит к теме заработка? Это наоборот, больше всего как раз-таки подходит к теме заработка, потому что ты платишь деньгами там 20-30 раз в день за еду, за жилье, за там путешествие, за отель. Туда ты платишь. В первую очередь нужно научиться навыку бабок, зарабатывать бабки, а не всей той хрени, которую обучают там в основном там, так скажем, в институтах, и где ты 5 лет сначала обучаешься, потом начинаешь зарабатывать, ну, по факту там гроши. Но это в целом, если говорить, то есть. Понятное дело, кто хочет стать спецом, и ему это нравится, ему надо туда идти, потому что там, нам специалисты в мире тоже 100% нужны. Вот. Это история, короче, о том, что продажа знаний — это не то, что нормально, это необходимость. И передача знаний другим, чем раньше мы начнем передавать знания другим, тем быстрее мы придем к определенной, знаешь, типа определенному обществу, в котором вот эти навыки приобретаются сильно быстрее. Вот. Все там бизнесмены, которые там начинают там потом делиться знаниями, то есть даже сам, давай более приземленный пример посмотрим. Когда мы смотрим подкасты с тобой, у нас формируется мышление, и все равно там какие-то инструменты мы получаем. И за счет этих инструментов, за счет этого мышления мы начинаем больше зарабатывать. Вот, это, ну, просто в данном случае это бесплатный контент. Если бы не было БМа, если бы не было лайка, мы бы, скорее всего, с тобой сидели там же, где родились, условно. Я бы в Ижевске дальше так и сидел, и так далее, и так далее. Вот. В этом плане лайк и БМ, конечно, сыграли очень важную роль и как бы проложили вот этот путь, заберя на себя весь вот этот хейт. Хейт он всегда, конечно, будет, просто важно уметь определять конструктивную критику и реальный хейт. Вот там под моими рилсами тоже дофига. Вот мы недавно Руслана раскрутили. Там один, не то что раскрутили, у него рилс залетел на 130 косарей. Руслан — это человек, кто у меня сейчас на наставничестве. На 130 косарей залетел, и там комментарии по типу: кто зарабатывает, он не делится информацией. Кто зарабатывает и делится информацией, он по-любому кинет инфо-цыган. Зачем, если ты зарабатываешь, ты делишься информацией? То есть в общем фон в России такой, что, ну, такая установка, наверное, скорее, что если ты зарабатываешь, если кто-то зарабатывает, то он не поделится с тобой этим. Почему? Ну, это, типа, даже основания нету у этой, как будто бы у вас установки. У меня даже просто в голове не возникает вот такого основания. Почему? Типа, это же неадекватство. Типа, кто-то просто себе делает дополнительный источник дохода. Типа, почему бы и нет? Вот, просто теперь обучает этому. Это же наоборот круто, что через другого человека мы быстрее сможем повысить свой доход. Есть еще такая штука, что мозг защищает то положение, в котором мы находимся. И защищает наше мышление, потому что самое для него страшное — это быть неправым. И когда там кто-то зарабатывает больше, или зарабатывает по-другому, или зарабатывает легче, самое легкое для мозга — это просто все это обесценить. И у меня зато статус, я зато владею заводами, я зарабатываю честным трудом, все остальные обманщики, вот я такой хороший. То есть, ну, защищает. И это нормально. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей. Это нормально. Это мы так устроены.
В этом нет никаких проблем. Важно только это отлавливать и переделывать, соответственно, в нашу пользу. Вот. То же самое касательно окружения. Когда один человек начинает зарабатывать больше, начинает выходить из того общества, в котором он находится, то все остальные люди неосознанно начинают его тянуть назад. Типа, братан, куда ты полез, тебя кинут, ты что там, инфо-цыганом, что ли, хочешь стать? Вот, по типу такого, вот, давай обратно, типа, нормально же все было, ты что, как не пацан, там, условно. Вот, и если на это поведешься, все, ты навсегда, скорее всего, останешься вот в том обществе, из которого ты хотел на самом деле когда-то выйти. Вот, может, поэтому у меня не было друзей раньше особо. Вот. Сейчас-то у меня по факту там по пальцам, вот, наверное, правой руки только можно пересчитать прям действительно друзей. Вот. Ну ладно, перейдем уже дальше к следующим темам, что там, вопросам, потому что у нас время, да? Лично у меня складывается ощущение, что все подряд уже занимаются этим продюсированиями, запусками, что соваться уже туда нет смысла. Все уже всех запустили, каждый второй запускает. Ну, вообще так ли это? Есть ли там место для маневра? Стоит ли туда этим заниматься, начать сейчас с нуля? Такое ощущение, потому что мы с тобой в таком контексте только находимся. Некоторые люди знать не знают, что такое запуски. Если бы все знали, скорее всего, все бы ими занимались. А по факту нет. По факту ими занимается настолько маленькое количество людей, что нормальных запускаторов нет. Не то, что нет, их крайне мало, и их не хватает для остальных экспертов. Итого, там, да, были огромные запуски Афониной, были огромные запуски других экспертов, которые запускали курсы по продюсированию. Да, но с тех, так скажем, запусков реальных нормальных продюсеров очень-очень мало появилось. Потому что нормальные продюсеры, это у которых есть система, который отвечает за свои слова, который ответственный, который делает все в срок, который делает хотя бы нормально. Вот такой момент есть. А таких, ну, прям очень мало. Часто встречаю, что вот меня запускал вот этот. Такую фигню просто там сделали. Вот. И ответ такой, что нет. Во-первых, конкуренции здесь нет. Если вы нормальный человек, нормально делаете свою работу. Хотя бы просто ответственный. Вот не хватает сейчас элементарно быть ответственным и адекватным. Если это есть, и есть базовый навык, как сделать самый простой запуск, все, деньги, скорее всего, польются в ваши карманы, потому что. И будет ли конкуренция когда-либо? Скорее всего, нет. Потому что это настолько широкая сфера, и ты можешь эти знания хоть куда применить, что клиенты у тебя будут всегда. Эти запуски работали, эта технология запусков работала всегда и будет работать тоже всегда. Вот. Конкретно запуски инфопродуктов будут работать, пока будет интернет. Вот когда интернет исчезнет, это как бы, настанет уж такой момент, все мы это знаем, да? Тогда, конечно, запуски работать перестанут. Все примерно понятно. Примерно понятно. Конкуренции нет, и можно смело начинать действовать, делать, изучать это ремесло. А когда эксперту уже можно создавать свои продукты? То есть, может, есть какие-то критерии? Если есть 50 охватов, давайте не 50, 50 это прям совсем минимальное, хотя бы есть 200-300 охватов, такое оптимально для начала, и есть нормальный, реально, качественно, не то что качественный, есть твердая экспертность, хотя бы на 3 из 10. Не то, что на 3 из 10. Короче, есть 10-бальная шкала. Если ты шаришь хотя бы на троечку, то спокойно можешь запускать свой продукт до своего уровня. По-любому есть нулевики, единички, двоечки. И всех их можно поднять до своего уровня. Если, например, там троечка есть, уже можно спокойно запускать свой продукт. Просто важно, чтобы это был реальный качественный продукт, а не инфо-цыганщина. Но я типа реально против инфо-цыганщины. Когда ты делаешь хреновый продукт, ты продаешь его людям и просто кидаешь их. Типа недопустимо вообще никак. Вот, обязательно, чтобы... А здесь некоторые еще задают вопрос, а что делать, если получился такой некачественный продукт? Возвращаешь деньги и все. В чем проблема? Нет проблем. Просто важно их все не потратить за первый день, как только ты их получил. Вот. Все-таки нужно уметь сохранять и потихоньку учиться придерживать коней
на начальном этапе. Да. Был, короче, после того случая, когда был кассовый разрыв, мы начали эти деньги не тратить до, ну, хотя бы 1-2 месяца. Потому что, как правило, возвраты, если и происходят, то они происходят в первый месяц. Сейчас мы признаем эти деньги только через месяц. Условно, там пришло, даже если пришел лям, мы этот лям не можем сразу потратить. Мы его признаем только через месяц, и только после этого времени мы можем распределять там дивиденды инвесторам, у меня там сейчас 10 инвесторов. После этого периода мы можем там, с этого процента платить команде, там, в принципе, короче, доставать дивиденды. Вот, это очень важный момент. Частая история, что все бабки тратят, потом не могут исполнить обязательства, потому что нужны еще бабки. И если вот эту в кабалу залезть, жить от запуска к запуску, вот это будет, вот это, короче, стрёмно. Вот это стрёмно. Туда лучше не попадать и с финансами дружить изначально. Прочитать элементарно там книгу «Самый там богатый человек в Вавилоне». Ну, короче, базовые книги по финансам, которые все и так знают, просто нужно их реально придерживаться. Хотя бы одно правило, просто 10% откладывать. С того момента, когда я начал откладывать 10%, у меня жизнь начала нормально налаживаться после тех, так скажем, ошибок, которые я сделал. Как побороть синдром самозванца в себе? То, что вот это вот, Зачем? Это вот ощущение, чувство. Проще бедным оставаться, типа до конца жизни. Не надо бороть синдром самозванца. Пусть другие зарабатывают твои деньги, пусть другие исполняют твои мечты, пусть твои дети растут в нищете, в худших школах, типа обучаются. Живи в самой стрёмной квартире. Ну, типа, не надо побарывать синдром самозванца. Ладно, если нормально отвечать на этот вопрос, то синдром самозванца — это... Ну, как его я, наверное, борол? Это вот, опять же, история про 10-бальную шкалу. Если ты хотя бы на 3 имеешь, или, ну, даже на 2, ты можешь уже с нуля довести до своего уровня других людей. Все, если есть показатель, уже ты можешь обучать делать продукт по этому. Все. Самый такой, наверное, простой критерий. Ну и здесь в основном уж лучше работать с мышлением, с коучем, потому что там глубинные истории могут быть, как раз-таки страхи, как раз-таки установки, которые создают этот синдром, так скажем, самозванца. И здесь самое простое, если прям забегать наперед, сделать визуализацию негативного будущего и позитивного будущего. Типа, к чему это приведет, если ты ничего не будешь менять? Ну, это к чему-то приведет, к плачевному, скорее всего. И что будет, если ты поменяешь это все? То есть, условно, если ты ничего не меняешь, твои дети там реально пойдут там в худшее учреждение, у тебя будет там стрёмная квартира, ты будешь с утра до ночи так же работать, как и всегда. Это я сейчас, наверное, общую картину возьму там. Вот, жить от запуска к запуску, условно, и умрешь там в итоге, ну, в любом случае, там, в нищете, например. Вот. А если ты поборешь этот там синдром самозванца, ты в итоге придешь к жизни, о которой ты мечтаешь, начнешь путешествовать, и у каждого это будет там свои желания, свои пункты. Вот. Эти визуализации можно просто, наверное, в интернете найти, аязовские тоже можно найти, тоже классные, тоже классно влияют на отношение к тому, что мы делаем. Ну вот такой вопрос. А если у меня нет никакой экспертности в какой-либо нише, я полностью хочу уйти из сферы, которым я сейчас занимаюсь, то актуальны ли мне запуски? Или же сначала нужно полностью какую-то профессию освоить, научиться там, отдавать эти знания, умения, и потом уже запускать только? Ну, если на себя запускать, себя как эксперта запускать, то показать путь, как ты осваиваешь какую-то новую профессию, продавать. А если ты запуски осваиваешь как продюсер, то есть других запускать, то достаточно 1-2 месяца обучаться, освоить базу, найти кого запускать и все запускать. Ну, то есть не надо увольняться там сразу с той работы, с найма, в которой вы там, возможно, сейчас работаете, которая вас кормит. Я так делал, но другим как бы так не советую делать. Это слишком такой жесткий переход может быть, и сломать наоборот может. Постепенно,
освоить нишу запусков. И не обязательно запусков. Это мы сейчас о запусках говорим, потому что я топлю за запуски, потому что это самый быстрый социальный лифт, самый простой. Можно это на любую другую нишу ну, типа, накладывать. На ВБшку, на, не знаю, там, какие еще есть ниши. Я что-то даже из-за того, что сижу в одном. Крипта. То есть здесь вопрос уже в целом навыка, получения навыка. Получаешь навык, 1, 2, Да 3 любые месяца навыки в своем абсолютно. То темпе. есть Да, фотографировать начинаешь умеешь, зарабатывать. Да, точно, да. И потом уже постепенно бросаешь найм и переходишь в свою работу. Здесь в любом случае у каждого свое. Здесь история такая, что каждый может зарабатывать лям, но не каждому это нужно. Потому что кому-то это реально не нужно. Здесь вопрос, самое главное, уровень счастья. Если ты счастлив на том месте, где ты находишься, у тебя любимая работа, и тебя это все устраивает, даже если ты немного зарабатываешь, ничего менять не надо, главное, ты счастлив. В любом случае мы в этом мире, типа, не бабки колотить пришли, это не основная задача. Есть много других сфер, есть духовная сфера, там, если как, не то что мусульмане, а в целом мы пришли там исключительно там, для поклонения, там, если про ислам говорить. Понятное дело, поклонение разных видов бывает, но оно не заключается в деньгах, вот, по факту. Однозначно. Вот. Самое главное, вот, наверное, поддерживать уровень счастья, именно если мы говорим именно вот об этой, так скажем, зоне, если мы не уходим в религию и так далее, и так далее. Вот. Но все-таки вот по деньгам, да, сколько может зарабатывать продюсер, именно помогая другим делать запуски? От минус 500, если не умеет управлять финансами, до, ну, там не от минус 500 уж, от любой суммы минуса, до, ну, короче, смотри, за первый месяц, скорее всего, бабок не будет, либо будет первые 50-100 тысяч. 50-100 тысяч за первый месяц реально, да, сделать. За год можно выйти, в зависимости от скорости, на лям, на 10 мультов. Вот, в месяц имеется в виду. Вот, то есть здесь уже все зависит от желаний, хотелок. Ну, вот условно, если я хочу квартиру за 1 000 000 рублей, если я хочу квартиру за 10 миллионов рублей, у меня же разное желание работать будет. Я буду искать разные способы заработать, я буду искать делать разные причины, я буду делать больше причин. То есть здесь уже очень влияют именно хотелки, которые у нас есть. Там, сейчас я условно хочу купить там, я просто, даже если просто хочу поддерживать жизнь свою, это мне нужно минимум, короче, лям зарабатывать в месяц, просто чтобы поддерживать уровень жизни. И для этого, как минимум для этого, там делаются какие-то причины. А если находится какая-то вообще зажигающая цель, то тогда вообще сидишь как-то по-другому начинаешь работать, либо больше, либо головой, да? И, соответственно, делать, самое главное, больше причин, вот, и по-другому уже работать. Ответ на твой вопрос – хоть сколько. Второй ответ более приземленный. Ну, первое, там, 50, 100, 150 тысяч за первые месяцы. В зависимости от того, насколько быстро переходишь вот эти этапы страхов. Вначале-то самое главное – это начать. Вот эти страхи обычно бывают. Вот эти, ограничивающие установки бывают, бывает окружение, которое тебя тоже останавливает. Вот, наверное, самое сложное вот первые шаги сделать. Как только первые шаги делаешь, первые деньги зарабатываешь, потом уже сильно все проще идет. И уже по-другому начинаешь ко всему этому относиться. Все, вот, допустим, мы научились там составлять эти механизмы, все по пунктам, по лесенке двигаться, да, уже умеем мы теоретически кого-то запускать. Сложно ли найти первых экспертов на запуск, чтобы потом вместе запуститься, поделить прибыль и кайфовать? Как лучше это сделать? Для новичков не прям легко, потому что это переход в новую деятельность, и это нормально. Есть определенные просто инструменты по нахождению эксперта.
Просто этому надо обучиться. Я просто сейчас даже за 5 минут это не успею сказать. По-любому надо пойти куда-то обучиться, ну, если хотите нормально быстро в эту сферу зайти. И там просто научиться искать экспертов. У нас, в нашем случае, есть примерно 5 способов найти эксперта. Мы их на курсе все разбираем. Ну ладно, если их прям быстро разбирать, то упаковать свою страницу, понятное дело, надо. И первое, кстати, еще даже до этого, можно пройтись по телефонной книге. По-любому должно быть какое-то количество людей, либо у которых есть эти охваты, либо у которых есть доступ к этим охватам. То есть через одно рукопожатие ты знаком там условно с 300 людьми. Через два рукопожатия ты уже знаком с 300 умножить на 300, ну там, не знаю, условно там 9 тысяч или там 90 тысяч. По-любому можно найти человека на запуск. По-любому. Если даже у нас на курсе 12-летний парень нашел эксперта на запуск, у других просто нету никаких отмазок. Муслим, ему 12 лет, он живет в Крыму, он учится как будто вроде бы в 6 классе, он нашел 2 экспертов на запуск, 2. И он просто делает причину, у него, видимо, нет тормозов, альхамдулилля. И он просто делает эти причины, ищет людей. У него даже не упакован пока что блог. Вот. А дальше второй способ — это упаковать блог и там написать определенному количеству людей и сделать определенное количество взаимодействий. Например, 100. Если будет 100 качественных взаимодействий, будет, скорее всего, 5 закрытых экспертов на запуск. То есть это на самом деле по факту даже легко. Здесь вопрос именно в установках. С точки зрения инструментария вообще никаких проблем нету. Вот. Понял. У меня вот у самого есть опыт запусков, но они такие, знаешь, мягко говоря, неудачные. Что-то в сторис там сказал, что это круто, покупайте. Вот. Кто-то даже купил, что удивительно. Вот чем отличаются вот успешные и провальные запуски? Какие тут ключевые факторы играют роль? Здесь, наверное, решает мышление продюсера там, или запускатора, если себя там запускаешь. И влияет это на выбор воронки, которая используется в запуске. Почему тебя купили? Ну, значит, ты дал тот продукт, который реально был какому-то нужен человеку, и его купили. То есть здесь самое, наверное, если прям максимально все упрощать, нам нужно сделать тот продукт, который нужен людям. Наверное, вот самое такое простое. Потому что часто, почему запуски не заходят, делают сначала продукт, потом на него делают прогрев, он в итоге не нужен людям, его не покупают. Классика. И я сам раньше так делал. Первые мои 5 запусков были неудачные. Не знаю, почему я даже не ушел из этой сферы. Потом были неудачные. Даже вот я сейчас одну историю расскажу. Один из первых запусков у меня был с блогером-миллионником. И мы делали запуск 2 месяца и заработали, угадай, сколько рублей, просто любую цифру назови. За 2 месяца с блогером-миллионником? Да. Ну, так, судя по реакции. Ну, самый худший результат, который можно сделать. 150 тысяч Сколько? рублей. 14 тысяч рублей мы за 2 месяца заработали с блогером-миллионником. Вау. Это было жестко. Это было жестко. Мы сделали все ошибки, которые можно было сделать. Мы не раскрыли человека. Мы сделали продукт, который никому не нужен. Мы продавали это на аудиторию, которая не могла платить. То есть миллионник-то он миллионник, но не в охватах одни школьники сидят, у которых даже доступа к деньгам нет. Мы все это не учли. Вот. И, соответственно, такой ужасный запуск получился. Если вот прям базово идти, вот у нас есть прогрев. Он состоит из 4 элементов глобально. Прогрев к личности, прогрев к теме, прогрев к экспертности, прогрев к продукту. Если в прогреве сделать на 3 хотя бы каждый из этих этапов и сделать тот продукт, который нужен той аудитории, которую ты продаешь, то высока вероятность, что ты сделаешь успешный запуск. Ну, тяжело будет его профукать, потому что даже если ты делаешь все остальные ошибки, тебе не могут оплатить в первый час, ты вебинар запорол. Тебе все равно оплатят, потому что людям нужен твой продукт. Самое главное. Люди его хотят, есть прогрев к этим 4 элементам, люди его покупают. Вот. А можешь, just для тех людей, которые сейчас смотрят, поделиться пошаговым планом успешного запуска?
Или ты его уже сейчас только что озвучил? Там раскрытие личности, По выявление факту потребностей я его аудитории. озвучил. Ага. Да, просто изначально надо прикинуть, насколько по ощущениям раскрыта каждая из частей в запуске. Если не было запуска вообще у этого эксперта, то продукт, естественно, на ноль будет закрыт. Тема тоже, скорее всего, на ноль будет закрыта. Экспертность, может, экспертность будет чуть-чуть раскрыта, если блогер рассказывал там о своей теме. Личность, вот здесь у каждого свое, может быть, может раскрыто, может не раскрыто быть. Вот. Их всех хотя бы, каждый из этих этапов довести до пятерочку будет, ну, или хотя бы на троечку. У меня все еще некоторые моменты на троечку развиты в блоге и будут, соответственно, запуски. Кстати, еще важный момент. Инстаграм — это далеко не единственное место, где можно делать эти запуски. Их можно делать хоть где, в любой соцсети. Недавно даже Руслан сделал запуск себе в WhatsApp и в Телеграме. У него не было Инстаграма на Ну, момент это в запуска. Он WhatsApp сделал 700 статусы, тысяч где, рублей. вот, где открытки обычно Да, вставляют. да. Оттуда сделал Да. запуск. Самое главное — смыслы. Да, самое главное — смыслы, которые мы даем людям. То же самое при личной встрече. Мы же те же самые смыслы люди говорим. Условно, там, если бы... даже в моем случае, да, пусть будет. У человека есть боль, например, заработка. Он хочет выйти на сотку. Я ему говорю: слушай, покупаешь мой курс, выходишь на сотку, если не выходишь на сотку, мы тебе делаем возврат. И там еще те моменты, если он, например, мечтает купить себе iPhone и отвезти родителей на море, я говорю: купишь себе iPhone, отвезешь родителей на море, все, но продажа, скорее всего, будет, потому что я надавил на те моменты, которые важны человеку, я донес те смыслы, которые ему важны. То же самое в блоге, просто это делайте не на одного человека, а на 1000, на 10 тысяч, на миллион людей одновременно. Просто нам надо понимать вот эти вот основные портреты аудитории, на кого делается этот запуск. Тогда вообще никаких проблем не будет, и запуски будут успешные. Вот сейчас у меня практически, наверное, за последние 1,5 года не было неуспешных запусков. То есть в любом случае были продажи, в целом были как бы нормальные продажи, хоть и не всегда прям хорошо, когда мы тестировали новые гипотезы, но в любом случае был какой-то типа доход. Вот. Под неуспешными здесь, наверное, я считаю, меньше хотя бы там 150-200 тысяч рублей, если запуск сделан. Это вот грустно. Да, в зависимости еще от аудитории, конечно. Вот, такая история. Ну вот я сейчас смотрю это интервью, я, допустим, эксперт, знаю свое дело хорошо и могу поделиться знаниями или что-то продать. Вот как мне залететь в эту нишу? Вот четко, вот коротко, с чего мне начать? Именно вот начало какое должно быть? Если самостоятельно, почитать книжки про запуски, прочитать книжки про продажи, про психологию влияния, пройти какие-то бесплатные курсы в интернете. Или даже, кстати, вот у меня, если на страницу зайдете, напишите курс под последним рилсом или просто в директ тоже там. Мы записали бесплатный мини-курс из 5 уроков по входу в тему, тоже можно посмотреть. Взять первого эксперта и его запустить. Вот, наверное, если самостоятельно, то так. Но здесь, скорее всего, будет полно ошибок сделано и потеряется время. Время все-таки самый ценный ресурс. Второй вариант — это просто купить чьи-то знания, чье-то наставничество, чей-то курс и просто пройтись по нему и заработать. Лучше, конечно, чтобы это было именно наставничество. Вот. Как в нашем случае, потому что каждому человеку прикрепляется куратор и проверяет, как делается прогрев, как делается запуск и так далее, и так далее. Не обязательно идти к нам. Если вам не импонируют наши ценности, пожалуйста, идете к другим экспертам, у них покупаете продукты, тоже обучаетесь, входите в тему. Мы 100%, наш продукт точно не для всех подходит. Даже вот из тех, кто сейчас интервью смотрит. Вот, наверное, так. Самостоятельно в интернете база есть в любом случае. Подкасты, кстати, полно их на ютубе, тоже можно залететь. Просто время. Во втором случае просто все получаете на блюдечке, вместе с тобой делают запуск, и, соответственно, входишь в эту тему быстрее. Тут уже для кого важнее. Потому что реально для кого-то в начале бывает важнее... то есть ценность времени, он сильно ниже, чем деньги. Вот, они готовы больше времени потратить, чем денег, например. Вот, поэтому тут уже для каждого будет свое. То есть я уже, в принципе, в этом интервью настолько сильно, наверное, разжевал все эти способы, что если человек не дебил, то он, скорее всего, уже в голове прикинул себе план, по какому пути он пойдет, и выбрал для себя нашел для себя какое-то решение. Вот. А по нишам?
По нишам. Есть Вот, допустим, не для всех ниже запуски по нишам. одинаковые. Кому-то, каким-то, может, не Не подходят для всех. запуски, кому подходят. Подходит в целом ко всем, где можно дать какой-то результат, но легче всего это делать в нише заработка, ниша здоровья и ниша отношений. Ну, вот, наверное, 3 такие основные истории, потому что мы люди, ну, люди как люди, всегда стремимся больше зарабатывать, здоровье держать хотя бы на нормальном уровне. То есть, если у нас что-то заболит, мы пойдем это сразу решать, если это нас там беспокоит, условно, там даже похудение. Если девушке это важно, она берет там и худеет. Там. Дальше, третий, что я назвал? Отношения, да? Тоже вопрос отношений очень такой фундаментальный для человека. Вот если выбираете одну из этих 3 тем, гарантированно уже в ней есть бабки, важно только их достать. Нормально. Ну, сейчас в теме запусков все бабки, такое ощущение у меня, что все там вот зарабатывают. Ощущение только, и получается реально у людей. И получается, Ну у да. многих получается. Это есть. Это есть. Так, ну... Первые запуски я просто копировал у других людей. Блогера смотрел, он вот так прогрев сделал. Вот он вот так прогрел вот к этой части, к личности. Вот так он прогрел к продукту. У меня вся галерея в этих прогревах. У меня просто гигов 300 скринкастов. Ладно, гигов 300 это я преувеличил, но гигов 150 точно есть. Жестко. 300, может быть, тоже наберется, учитывая, что там иногда скринкасты по какие-то несколько цифры. бывают. Да, часто раньше я прямо каждый день смотрел, ну, скринкастил весь прогрев и день блогера. Таких было блогеров там 5-10. И все то есть ты брал абсолютно блогеров дни выписывал. Смотрел, как Я смотрел, они как я прогревают, впитывал что все делают. это. Я смотрел, да, вот эти все моменты, какие продукты продают, как заходят, через что заходят, на какие боли давят. Тогда же я не понимал, что там надо к 4 этапам греть. Я просто все впитывал, вот эту насмотренность повышал. Кстати, насмотренность очень сильно влияет на запуски. Чем более ты, так скажем, насмотрен, тем проще будет делать успешные запуски, потому что ты видел вот такое решение, видел вот такое решение, у тебя потом всплывает в голове, можно это вот так обыграть, вот блогер один вот так вот использовал. Понятное дело, подчастую ни в коем случае не копируем прогрев, под себя его адаптируем. Даже наоборот, даже здесь я больше скажу, если подчастую копировать прогрев, скорее всего, он не сработает, потому что у вас могут быть разные аудитории. И для одной одни ценности, для другой другие ценности. Например, просто не зайдет запуск. Из-за этого, кстати, некоторые запуски не заходили, потому что мы брали формат прогрева к себе у блогера, а у нас нашей аудитории это, например, неинтересно было. И, соответственно, запуск не заходил. Вот. Ну, примерно скелет понятен, ясен. То есть никаких тут и возрастных ограничений быть не может, да, то есть не нужен тут и капитал, чтобы что-то с этим капиталом сделать, закупить на миллионы, чтобы заработать там 50 тысяч. Ни ВБ, ни трейдинг. Там во всех этих темах бизнес с Китаем, там везде бабки нужны в начале, по факту. А здесь можно запуститься реально без активов, чисто головой и инструментами, которые даже просто в этом интервью есть. Я не удивлюсь, если кто-то после интервью этого перейдет в запуск и уже сделает запуск без каких-то курсов. Даже. Интересно. У Анвара, к сожалению, выключилась камера, закончился заряд. Вот, поэтому заканчивать с вами интервью буду уже я. В общем, если вам интересна тема запусков, берите, делайте, как бы изучайте и делайте уже там свои либо первые деньги, либо первые там 100 тысяч лям, либо масштабируйтесь дальше, потому что, ну и, как бы, соответственно, работайте с мышлением. Вот, если вы хотите какие-то там получить бесплатную какую-то информацию, как я уже говорил, вы можете перейти ко мне на страницу, она будет внизу по ссылке, и написать под последним рилсом слово «курс», и мы вам, соответственно, его вышлем. В общем, в принципе, все. На этом мы с вами
Иншаллах, прощаемся.